Доброе утро, дамы и господа. Один из самых часто задаваемых вопросов у меня в комментариях и в личке — это какой отель и какой пляж в Сахал-Хашише выбрать. Сегодня сделаем небольшой обзорчик. Для ориентира будем начинать возле марины и пойдем дальше туда, в южную часть Сахал-Хашиша, по очереди просматривая все отели. Итак, начнем мы с Otium Pyramisa. Вот, собственно говоря, вот там находится отель. Но дело в том, что там охрана не сильно пускает, как бы прямо к самому отелю, поэтому я многие отели именно показывать прямо их не буду, но просто чуть-чуть буду о них рассказывать, скажем так, проходя мимо. В общем, вот здесь находится Pyramisa, и вот, собственно говоря, ее пляж. Как вы видите, заход здесь пологий, и следующие где-то метров 100 как бы дно нормальное, можно спокойно зайти, вам даже коралловые тапочки не нужны будут. А вот здесь вот, кстати, сразу находится затопленный город, ну, типа, и такая металлическая конструкция. В общем, это все поставили как искусственный риф, то есть для того, чтобы здесь росли кораллы. В общем, если вкратце, этот отель я могу однозначно рекомендовать тем, кто не любит глубину, не любит пирсы, и тех, кто приезжает с детьми, потому что здесь можно спокойненько, не напрягаясь, зайти в воду. Также имейте в виду, что на этот пляж могут прийти только проживающие в этом отеле, а остальных они немножко гоняют, хотя возле самого вот этого искусственного рифа, конечно, мы плаваем без проблем, но на лежаки доступа нету. Раньше была возможность просто взять что-то в кафешке, вот, которая вот здесь расположена, вот, и уже потом спокойно валяться на пляже. Но сейчас, насколько я знаю, кафешечка немножко закрыта, поэтому такой номер на данный момент не сработает. Следующий пляж — это пляж компаунда Андалус. Он предназначен исключительно для тех, кто живет в самом Андалузе. Лежаки — частная собственность компаунда, поэтому если вы здесь не живете и вы не приехали к кому-либо, кто здесь живет, то вас отсюда очень-очень быстренько выгонят. Хотя, не используя лежаки и чуть-чуть отойдя вот ближе в сторону вот к марине, да, то в принципе, принеся с собой там полотенечко, то вполне можете располагаться и купаться. Имейте в виду, вот здесь вот этот заход, он пологий, но внизу немножечко есть камней. Коралловые тапочки не обязательно, но желательно чисто для входа. Плюс иногда вот здесь вот между камнями затаиваются рыба-камень и иногда даже lionfish. Поэтому в любом случае, когда будете заходить, аккуратненько смотрите под ноги. Но тем не менее, в общем, этот пляж — это чисто компаундовский, и как бы левых отсюда, скажем так, гоняют, и гоняют очень-очень сильно. Жители компаунда крайне недовольны, когда сюда приезжают туристы, которые здесь не живут. За спиной у меня, собственно говоря, компаунд Андалус. Это именно жилой дом с квартирами. Каждая квартира, естественно, имеет свою собственную кухню. Ресторанов здесь нет, поэтому вам, если вы здесь соберетесь именно снять квартиру и пожить в Сахале, то готовить придется самостоятельно. Ну, в общем, короче, это не отель, это именно жилой дом с квартирами под сдачу или, ну, у кого-то в частной собственности. Вот там находится офис марины и человек, который отвечает за порядок. Будете сорить с берега или с кораблей, будете обрывать или ломать кораллы, или каким-то образом вредить красоте Красного моря, жалоба идет туда, штраф от $200 и до бесконечности. Сразу же вот справа от марины находится небольшой дикий пляжик. Вот. И вот сюда, если вы захотите приехать, вас совершенно никто не тронет. Приезжайте со своими полотенечками, располагайтесь и делайте все, что вам заблагорассудится. Сейчас мы проходим мимо пляжа, который имеет отношение к кафешке, которая называется Бас Стоп. Пляж платный, если мне не изменяет память, на человека за день стоит 150 египетских фунтов, что, соответственно, составляет 10 американских долларов. Здесь вот, по идее, был барчик, но сейчас, как видите, тут вообще ничего нету и ничего не работает. Вот, но сам пляж работает, хотя, учитывая, скажем так, погоду,
в начале февраля, а сейчас достаточно прохладно, то людей, соответственно, нет вообще. Но летом тут, кстати, достаточно забито, и даже приезжают иногда местные отдыхать. Собственно говоря, вот бас-стоп, о котором я говорил, небольшой ресторанчик, внутри есть бильярд, и в какие-то дни недели они еще тут танцы устраивают. В общем, вот этот пляж я только что показал, относится именно к вот этой кафешке. Соответственно, еду могут принести прямо на пляж, очень удобно, так что можно приезжать с утра и до вечера, и голодными не останетесь. Ну, естественно, что все за дополнительную плату. Дамы и господа, если вам понравилось это видео, обязательно нажмите кнопочку лайк внизу и подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Это очень сильно помогает в развитии канала и стимулирует меня снимать новые видео. А если у вас есть вопросы или хотите что-то добавить, секция комментариев всегда к вашим услугам. Следующий отель на нашем пути – это отель Sunrise Romance Resort. Он хоть и кажется большим, но на самом деле он достаточно маленький. У него два корпуса, вот это вот первая линия, и за ней находится вторая линия. Отель работает по системе только для взрослых, то есть детей до 16 лет сюда не пускают. И сразу же напротив него находится его собственный пляж, куда доступ, соответственно, только для постояльцев и гостей отеля. Кстати, если соберетесь в этот отель, имейте в виду, что ценник на него здесь в Сахале не самый низкий. И, например, по сравнению с той же Пирамизой, пребывание здесь обойдется вам в среднем примерно в 2 раза дороже. На пляже, как видите, расположены лежачки, небольшие такие кабинки, есть душик и небольшой барчик с напитками. Что касательно самого берега. Берег песчаный, пологий, пирса нет, то есть заходить можно совершенно спокойно, но в отличие, например, от того же Андалузовского пляжа, здесь намного меньше камней, и кораллки здесь вам совершенно не пригодятся, но все же есть небольшие коралловые такие кустики, которые растут прямо возле берега, поэтому будете заходить, просто аккуратненько смотрите под ноги, их очень легко обойти, их немного, но просто чтобы вы совершенно случайно на них не наступили. Слева от отеля Sunrise находится жилой комплекс Эльтовая и офис управляющей компании ERC, которая, собственно говоря, занимается делами Сахал-Хашиша. А слева этого комплекса находится ресторан Эль Густо. Почему я делаю на нем акцент? Дело в том, что этот ресторан, соответственно, владеет одноименным пляжем, вот, на который доступ тоже для всех желающих, но платный. Пребывание на этом пляже, насколько я помню, обходится в 300 египетских фунтов с человека за один день, то есть около $20. Чем обоснована эта цена, я не знаю. Что касательно самого пляжа. Пляж пологий и, собственно говоря, примерно такой же, как в Санрайзе. То есть кораллки не нужны, но при заходе в воду будьте аккуратны, потому что растут небольшие коралловые кустики, чтобы их случайно не зацепили и не поломали. Извините, ваши ноги мне не жалко, а кораллы жалко, поэтому просто будьте осторожны. Вот здесь вот находится что-то типа ночного клуба Sailors, который тоже имеет отношение к ресторану Эль Густо. Но сейчас зима, соответственно, ничего не происходит, он закрыт. И вот, как видите, даже все столики, стульчики, все сложено, все закрыто. И, естественно, вечеринки не устраиваются, потому что достаточно холодно. Вообще, что касательно всех 3 пляжей, которые я вам только что показал, даже не 3, больше. Все пляжи пологие и до достаточно большого расстояния от берега глубина максимальная будет в районе 5-7 метров, не больше. Дальше, чем корабли, я заплывать уже не советую. Там уже может быть и большая глубина, и течение. Имейте это в виду. То есть вас может унести очень сильно. Но возле берега течение практически никогда не бывает. А даже если бывает, они крайне маленькие и практически незаметные. Поэтому в случае чего вы легко сможете выбраться на берег. Чуть-чуть дальше от пляжа Эль Густо есть небольшой такой уже заброшенный, разломанный пирс.
Вот, сейчас мы к нему подойдем немножечко, я покажу чуть ближе. То есть там уже, собственно, даже пирса нету, есть только колонны. В общем, имейте в виду, очень аккуратно, если будете к нему подплывать. Дело в том, что колонны этого пирса очень-очень сильно устали, некоторые из них уже надломаны, и потенциально вся эта конструкция может в любой хаотический момент времени просто взять и развалиться. И если в этот момент вы будете находиться под ней, то сами понимаете, чем это может быть чревато. Поэтому вот к этому месту запомните, если подплываете, то вот не заплывайте за вот эти вот буйки и не подплывайте под эту конструкцию. Хотя там очень красиво, много кораллов, и оно уже превратилось в искусственный риф. Сразу возле въездной плазы находится небольшой жилой комплекс, вон он там, и отель Old Palace. Как называется жилой комплекс, я, к сожалению, не помню, но внизу у него, кстати, очень неплохая пиццерия, рекомендую. В общем, к этому жилому комплексу и отелю Old Palace относится вот этот вот пляжик. И, как видите, здесь нету тоже пирса, здесь есть пологий заход, но здесь я не купался, поэтому я точно не могу сказать, что там с дном. Но то, что я вижу, есть небольшое количество камешков, по которым легко пройти, то есть камешки такие мягенькие, не острые. Вот, поэтому можно сюда приезжать совершенно спокойно с детьми, и кораллки вам не нужны будут. А вот, кстати, так называемая летняя площадочка этой пиццерии. То есть можно посидеть здесь совершенно спокойно, вот прямо с видом на море. И вам сюда все принесут, и кофе, и пиццу, и все, что закажете. А вот в этом компаунде достаточно много европейцев, немцы, французы и так далее. Но имейте в виду, что здесь очень-очень маленькие квартиры, кроме тех, которые выходят прямо на море. И очень низкие потолки, поэтому если у вас так что-то типа легкой формы клаустрофобии, то вам может быть не очень сильно комфортно. Сразу за Old Palace находится очередная недостройка сахаловская и дикий пляж. Что здесь с берегом, точно сказать не могу, потому что, естественно, что сюда не то, что я, вообще никто не ходит, но по виду заход пологий, но как бы вы сюда точно не захотите приехать. Кстати, обратите внимание на уровень воды сейчас и на уровень, докуда оно доходит. Дело в том, что в Сахале очень сильно чувствуются отливы и приливы, и разница ну, где-то от полметра до метра во время отлива и прилива. Для того, чтобы, если вам принципиально знать, сколько воды сейчас и на какой ее уровень, в описании я оставлю ссылочку на программку, которая называется Tides. Там будет ссылка и для айфона, и для андроида. Программа совершенно бесплатная. В общем, можете ее скачать просто, и она покажет вам отливы и приливы в любой точке мира. А пока мы тут по пляжику перемещаемся дальше, я хочу вам дать парочку советов по поводу купания в Красном море. Дело в том, что Красное море считается самым соленым морем в мире. Но мертвое мы в расчет не берем, имеется в виду из тех, где как бы, ну, адекватное такое море, живое. Его соленость составляет 41%. И имейте в виду, что большинство металлических вещей, которые вы можете на себя нацепить, такую соленость могут не пережить просто-напросто. Это относится даже к вашим водонепроницаемым телефонам. А всякие колечки, которые у вас на руках, очень легко могут слететь с рук и упасть на дно. Но особенность морского дна Красного моря такая, что песок очень мягкий, и все, что на него падает, очень-очень быстренько в этот песочек закапывается. Поэтому шансы, что вы после этого что-нибудь найдете, приближены к нулю. При этом этот совет относится как к купанию с берега, так и к купанию с лодок. Ну, как бы, что море забрало, то там и остается, а потом дайвера находят. Так что имейте это в виду. Очередные египетские недострои. Даже не то, что не просто египетские, а сахаловские. Вообще в Сахал-Хашише много недостроек. Здесь все заморозило 7 лет назад, после того, как закрыли чартеры из РФ, откуда, собственно, поступала основная часть денег на строительство. Ну, в смысле, приезжали туристы, покупали квартиры, но 7 лет назад они, соответственно, перестали приезжать, и стройки заморозились. А сейчас, даже несмотря на
открытия прямого авиасообщения. Все, что я слышал, прогнозы неутешительные, и вряд ли эти стройки возобновятся в ближайшем обозримом будущем. Поэтому будьте готовы, что вот такие вот пейзажики вас будут преследовать и по всему Сахал-Хашишу, и по всему Египту. Вот тут вот, видите, гору мусора, а вот там здание. Это компаунд, который называется Paradise Gardens. Несмотря на то, что там все еще живут, не все еще, а уже живут люди, я там был несколько раз. Компаунд, к сожалению, оставляет очень такое гнетущее ощущение, что его построили, он оказался никому не нужен, поэтому там грязь, срач и такое, знаете, как запустение. Но я встречался с менеджерами, и они говорят, что на самом деле его еще не полностью запустили в эксплуатацию, поэтому, соответственно, такое было состояние, сейчас доделывают, и вот-вот уже должны все запустить и начать нормально заселять людей. В общем, в любом случае, в нем, если вы захотите здесь пожить, тоже можно снять апартаменты. Это чисто квартирное здание, то есть не отельное. Вот, хотя обещают, что там будут и кафешки, и какие-то магазинчики, и все остальное. У данного компаунда есть собственный пляж. Вот компаунд, вот дорожка к нему. Вот, соответственно, поворачиваемся. Тут небольшие кустики, и за ними находится относительно оборудованный пляж. Есть несколько зонтиков, стоят шезлонги. Вот. Наши друзья останавливались именно в Paradise Garden и говорят, что здесь возле берега находится очень красивый риф. Лично пока не проверял, но судя по тому, что я вижу в воде сейчас, то там риф действительно есть. Поэтому я бы сказал, что, наверное, на этот пляж нужно обязательно брать с собой кораллки. Вот. И быть крайне осторожным с заходом. Тем не менее, пирса здесь как такового нету, то есть вообще нету пирса, да, и вход пологий. Но какое именно здесь дно, я точно сказать сейчас не могу. Но опять-таки, как видите, пляж сейчас абсолютно пустой, никого нету, потому что зима, холодно. Ну вот, в принципе, можете обратить внимание на донышко. Я попробую вам так сверху показать немножечко. Так что да, кораллки здесь в обязательном порядке. Вот, не знаю, насколько комфортно даже в кораллках будет здесь заходить, но я так понимаю, дальше можно совершенно спокойно будет плавать. Но все же проблема в том, что компаунд находится достаточно далеко от центра города, где, собственно, расположены все рестораны и так далее на данный момент времени. Поэтому, чтобы отсюда выбраться, у вас есть несколько вариантов. Либо, собственно, вызывать такси, либо где-то с кем-то договариваться, либо иногда некоторые владельцы квартир дают на прокат, ну, бесплатно или за какую-то денежку, велосипеды. Так что, если вы любитель покататься на велике, то, в принципе, достаточно неплохой вариант. Но, кстати, имейте в виду, вот, тоже один из вопросов, который крайне часто задают, где можно снять там велик или байк в Египте. Ребят, вот если вы живете в Сахле, например, да, и хотите чисто вот для себя покататься на велосипеде, там, днем, вечером, утром, когда вам заблагорассудится, то как бы вот здесь внутри Сахла вы можете это сделать. Но если вы надеетесь взять велик и уехать куда-то в город, то можете об этом совершенно забыть. Я скоро сделаю отдельное видео по поводу, чего нельзя и нежелательно делать в Египте. И там я более плотно раскрою эту тему. Но пока скажу очень кратко. Ребята, мотоциклы, байки, велосипеды — это все хрустики и помеха на дороге. Водители на машинах, хорошо, если вас заметят, и хорошо, если вас объедут, что не факт. С очень большой вероятностью они могут проехать очень-очень близко к вам, напугать. И если вы не привыкли к местному трафику, а вы вряд ли привыкли к местному трафику, то, как бы, ну, в общем, могут быть очень неприятные последствия вашего эксперимента с катанием на велосипедах или байках по Египту.
Кстати, чуть не забыл. Дело в том, что есть несколько отелей, которые хоть и считаются, что они находятся в Сах-аль-Хашише, тем не менее они находятся за пределами, скажем так, закрытой охраняемой территории Сах-аль-Хашиша. Это, например, Альбатрос Цитадель и еще несколько отелей, я сейчас просто уже не помню их названия. В общем, естественно, что к ним я не пойду, их пляжи, обзор на них я сделать вам не смогу. Тут уже называется ищите, гуглите, читайте отзывы. Тут я ничем не помогу. Но, по крайней мере, все, что находится на основной береговой линии вот этого вот залива, на котором находится Сах-аль-Хашиш, я сегодня вам все отели и пляжи обязательно покажу. Вот, собственно, отель Барон Палас, который считается самым дорогим отелем Сах-аль-Хашиша. Номер здесь, насколько я помню, начинается от $400 в сутки. И это еще без все включено. Отель рассчитан исключительно на взрослую аудиторию, поэтому детям до 16 сюда поселение запрещено. При этом обратите внимание, у отеля есть и пирс, и пляж. Сейчас я попробую подойти поближе к пляжу и подснять, что там происходит. Но имейте в виду, что обычно, если стоит пирс, то заход с пляжа уже будет практически невозможен. Ну, максимум, там, не знаю, ножки помочить. Как можете видеть, с одной стороны пирса дно совершенно каменистое, то есть вход вообще невозможен. А с другой стороны, в принципе, есть небольшое количество камешков и кораллов, но все же в воду можно зайти. И вот в районе буйков можно немножечко поплавать свободно. В конце пирса небольшая площадка с лежаками, тут их 4 штуки, сидушечки, чтобы можно было посидеть там, переодеться, и вот такой вот заход в море. Глубина, насколько я могу на глаз судить, где-то буквально метра 1,5-2, наверное. Ну, кстати, отсюда хорошо видно, вон находится марина Сах-аль-Хашише, за ней, соответственно, Пирамиза, потом Андалус, потом Sunrise, входная Плаза, Old Palace, Paradise Gardens, вот он, Paradise Gardens, и, собственно говоря, вот Барон. Вы знаете, я сейчас на пляже увидел родителей с детьми, и, собственно говоря, ребенка, так что не исключено, что насчет того, что отель только для взрослых, я мог ошибиться. Поэтому, когда соберетесь сюда ехать, вот если соберетесь именно в Барон, то уточняйте информацию насчет заселения с детьми. Зато, смотрите, достаточно много лежаков. И все такие красивенькие, почти новенькие, аккуратненько, все чистенько. Но, естественно, из-за холода сейчас в феврале людей здесь нет. Особенно учитывая тот факт, что отель рассчитан на европейских туристов, включая немцев, а они вообще как-то, я заметил, не сильно любители моря и могут весь свой отпуск, даже летом, тупо торчать в бассейне и возле бассейна. И ни разу не зайти в море, покупаться, даже если оно будет рядом. Такой небольшой водопадик, а за ним находится Infinity Pool. Но тут достаточно злобная охрана и не пускают, гоняют, так что извините, не покажу его. Судя по вот этой табличке, то здесь пляж разбит на 2 части. Одна, соответственно, только для взрослых, а вторая для семей с детьми. То есть у меня есть подозрение, что отель работает и в таком режиме, но не на все пляжи этого отеля можно приходить с детьми. Следующий отель на нашем пути — это отель Ларева. Вот этот точно работает в режиме только для взрослых. Детей сюда однозначно не пускают. Кстати, по ценнику, насколько я помню, он немножко дешевле Барона, но тоже не самый дешевый отель Сах-аль-Хашиша. У отеля собственный пирс, не сильно длинный, но, собственно говоря, вход в море возможен только с него. Потому что, если мы посмотрим, собственно говоря, на сам пляж, то тут каменистое, очень-очень мелкое дно, и вы здесь зайти просто не сможете. В конце пирса есть спуск в воду, естественно. Там небольшой рифчик, но, судя по тому, что я видел, он, честно говоря, никакой абсолютно. Глубина на глаз до 2-3 метров.
Обратите внимание, даже на пляже стоят в Лареве контейнеры для раздельного сбора мусора. Синяя бумага и желтая пластик. Не знаю, насколько это помогает, но все-таки раздельные мусорки стоят. Ну и наконец-то мы дошли до последних двух отелей Сахал-Хашиша, которая находится на береговой линии. Это отель Тропител, возле которого я сейчас прохожу. Вот он. И за ним находится отель Gravity. Особенность отеля Gravity в том, что он наполовину отель, а наполовину это апартаменты, которые вы можете снимать. Кстати, ценник там достаточно гуманный. Но нужно иметь в виду, что он находится на самом отшибе Сахал-Хашиша, и для того, чтобы добраться до нормальных магазинов и ресторанов, вам придется вызывать сюда такси. Кстати, в самом Тропителе мы отдыхали год назад, но тогда у меня не было совершенно настроения снимать на него обзор. Поэтому сейчас буквально в паре слов расскажу. Значит, в Тропителе очень классные номера, большие, все чистенько, красивенько, вполне нормальная еда. Вот, неплохой пляжик с шезлонгами, но очень плохой заход в море именно с берега. То есть здесь, хотя сам отель, естественно, пускает с детьми, но для детей здесь покупаться будет несколько проблематично. Сейчас мы дойдем до пирса, и я покажу почему. Вот, собственно, отель Gravity, и здесь же в этом комплексе, как я говорил, можно снять апартаменты. Вот на пляжике лежит верблюд, на котором катают туристов и с которым можно пофоткаться. Лежит, отдыхает. Наверное, ему сейчас жарковатенько, хотя все-таки сейчас свежо на улице. Мне немножко лень сейчас идти дальше, но если обратите внимание, вот там вот увидите водные горки. Это все часть отеля Gravity. И вот находится их пляж с лежаками. Но сейчас я буду заходить на пирс. Кстати, вот этот пирс, он общий и для Gravity, и для Тропитела. И вы увидите, почему здесь не очень хороший пляж сам по себе и нету захода на него. Кстати, обратите внимание, сегодня вывешен желтый флаг. Это означает, что, несмотря на то, что купаться можно, но все-таки есть небольшая опасность волн и того, что вас выбросит на рифы. Поэтому будьте осторожны, если увидите вот такой знак. Здесь, собственно, висят правила. Можете посмотреть. Если два красных флага, то пляж и пирс вообще закрыт для всех. Если красный, то большая опасность, тоже как бы не стоит туда лезть. Желтый — это средний уровень опасности, то есть если вы абсолютно уверены в своих силах, то можете, наверное, залезть в водичку. Зеленый, как бы все хорошо, можно купаться, а фиолетовый — это если к берегу приплыли какие-либо опасные морские животные. Вот, обратите внимание, это пляжик Тропитела. И если мы повернемся в сторону моря, то вы увидите, что здесь очень-очень мелко и каменистое дно идет. А за ним сразу же идут кораллы, поэтому вы не зайдете отсюда в море. Одно из развлечений туристов на этом очень мелком пляжике — это выкладывание камешками разных надписей. Вот выкладывают даже сердечки, надпись «Египет 2022». Вот, и перед нами, собственно говоря, пляж Gravity. И, как видите, там тоже камни и песок прямо возле берега, поэтому зайти сюда абсолютно нереально, а даже детям будет там по щиколотку. Сейчас мы идем по пирсу. Собственно, как я говорил, это пирс общий для отеля Тропител и для отеля Gravity. Вот, пирс — это самый длинный пирс в Сахал-Хашише. Не знаю, сколько его длина, но он действительно самый длинный из всех, которые здесь есть. Но зато есть один большой бонус. Дело в том, что прямо в конце пирса находится совершенно шикарнейший риф. Там очень можно классно поснорклить и даже подайвить. И на территории Тропитела есть дайв-центр Crazy Waves. Кстати, им большое спасибо. Неделю назад, когда мы делали чистку в марине, они нам помогали очень сильно и доставили нам в воздухе грузы. Вот. Так вот, если вы захотите здесь не только поснорклить, но и подайвить, и даже если у вас нет сертификата, вы можете к ним прийти, и вас прямо с пирса с оборудованием спустят под воду и покажут подводный мир так, как его видят дайверы. И вот здесь это действительно одно из лучших мест вообще вот в Хурагде и в окрестностях, да, где для начинающих дайверов, ну, кто еще не получил сертификат,
чтобы познакомиться с подводным миром и при этом не тратя кучу времени на выезд на лодке в море, то есть не тратя целый день. То есть вы можете просто прийти, вам быстренько сделают инструктаж и спустят под воду там на, не знаю, минут 20, на полчаса, там, ну, как уже, как договоритесь и как вы себя будете чувствовать. Кстати, если вам интересно, как именно выглядит вот этот риф, вот тут вот по ссылочке будет видео, которое я делал примерно год назад, именно когда я снорклил в Тропителе. Там я как раз показал, как здесь красиво. А вот теперь обратите внимание, здесь есть небольшая лагунка, она не глубокая, ее глубина буквально метра 1,5-2 в самом глубоком месте. Вот в принципе здесь чуть постарше детки, которые уже умеют плавать, могут спокойно здесь находиться. Причем лагуна полностью ограниченная кораллами со всех сторон. То есть они никуда в открытое море не денутся при всем своем желании. Ну и взрослые, которые немножко боятся купаться, тоже как бы им сюда. Здесь, кстати, на этом пирсе самая большая площадка с лежаками. Вот, соответственно, половина лежаков это Тропителла, половина Gravity. Вот, собственно, второй вход в воду с этого пирса. И вот здесь вот уже глубоко. Прямо на спуске там где-то около 4 метров глубины будет. Вот. Если смотрите направо, то там будет одна часть рифа, тоже, кстати, очень красивая, но мне лично больше понравилась вот эта вот левая часть. Вот, тут действительно вот прямо возле кромки кораллового рифа поплавать с маской трубкой, это огромное удовольствие будет. Но вот за буйки дальше сами не заплывайте, потому что там уже идет немножко поглубже, там около 6-7 метров, насколько я помню. Но обратите сейчас внимание на волны. И вот почему, собственно, висел желтый флаг, потому что идет волна, и она идет в сторону берега. Проблема в том, что если у вас мало селенок или вы не сильно хорошо себя чувствуете в воде, то есть большие шансы, что вас просто выбросит на кораллы. И, как бы, во-первых, вы можете сами пораниться, во-вторых, вы можете поломать с собой кораллы. И то, и другое, как бы, плохо, но второе влечет за собой еще и нехилый штраф. И, кстати, обратите внимание, что с вот этого концовки пирса для детей вход в воду только в сопровождении взрослых. А если вы соберетесь здесь подайвить, то я рекомендую вам брать 2 погружения. Одно делать в правую часть. Здесь более-менее такой вот вдоль идет как бы такой риф по прямой. Это сделать одно погружение, а второе, соответственно, делать в левую часть. Тут как бы намного красивее, но с другой стороны тоже по-своему красиво. Поэтому делайте 2, потому что одного баллона вам на обе стороны не хватит. Пока нету туристов, тут немножечко наводят марафет, все моют. Ну, точнее, не то, чтобы здесь нету туристов. Туристы в отеле есть, их нету на пляже и на пирсе, потому что дует ветерочек и достаточно свежо. Кстати, если вы захотите все-таки подайвить с пирса в Тропителе, вон здание дайв-центра, называется Crazy Waves. Подойдете, скажете: ребят, хотим интродайвинг с пирса. Это мои друзья, и они вас с удовольствием покатают. Дамы и господа, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. И если у вас какие есть вопросы или дополнения к сегодняшнему видео, секция комментариев к вашим услугам. До скорых встреч!